Приветик, ребята, меня зовут Ника, и вы на моем канале Никоя Мун. Сегодня я подготовила для вас максимально исчерпывающую информацию о стоимости свадьбы на Бали. Мальчики, садимся поближе, эта информация также будет для вас полезной. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Итак, наша свадебная церемония на Бали состоялась в 2022 году. Цены на event-услуги практически остались неизменными, а вот курс доллара заметно подрос. Поэтому, чтобы не звучать слишком устрашающе, я не буду переводить в рубли. Шутка. Нет, конечно, для того, чтобы звучать максимально актуальный на момент просмотра вами моего ролика. Тем более, что все платежи, которые вы будете совершать, будут производиться в USD. Тем, кто не смотрел мои предыдущие видео, поясняю. Информация, которую я даю по стоимости, рассчитана на базовое количество участников на вашей свадьбе, а именно на вас двоих. Сразу важное уточнение. Купюры, которые вы повезете на Бали, должны быть максимально новыми, свежими, чистыми, зелеными, хрустящими долларами. Не позднее, не старее 2012 года. Это очень важно. Это условия банков. Ну что ж, начнем. Организация церемонии на примере 3 свадебных агентств русских и 2 локаций. Спойлер, остальные локации не сильно отличаются в цене. Церемония на утесе чаще всего проводится в закатное время. Самый выгодный вариант стоит $1350, в который входит основной набор услуг в пакете, а также дополнительный 3-часовой бонус в виде фотосессии. Другая компания также берет $1350 за свои услуги, но фотограф уже не входит. И третье, самый дорогой вариант, стоит $1380 за организацию свадьбы, а также дополнительные $150 за конкретную локацию на утесе. Итого получается $1530. Раз, два, три, стой. Церемонию на водопаде можно организовать без учета стоимости фотографа за $1350. В такой пакет обычно входит аренда непосредственно локации, также работа координатора на площадке, церемония со священником, цветочный декор в виде прекраснейшей арки, живых цветов, букет, бутоньерка, цветочный дождь, а также торт, трансфер, мейкап и прическа. Мы также доплачивали за нестандартную форму арки в виде круга и за цветы более высокой категории. Это пампас, орхидеи, белые, бежевые розы. Также $30 мы отдали за сервировку под шампанское на месте церемонии, а также за фруктовую тарелку, к которой мы даже не притронулись. И $40 стоил трансфер для жениха в одну сторону. Для того, чтобы соблюсти правила, нельзя видеть невесту до церемонии. Украшение нашего стола стоило нам $230. $90 стоил наш ужин непосредственно свадебный по меню виллы с нестандартными позициями, такими как свежеприготовленные крабы и кокосы, а также
Сопровождал наш ужин романтическое звучание саксофона за $250. When he turns and walks away. Yes, there he goes. There he goes. All the things I wanna say. Безусловно, мы, как и все, хотим как можно больше запечатлеть мгновение этого прекрасного дня, потому как ты готовишься к этому месяцы и даже годы. Поэтому следующие списки моих расходов в моем списке стоит фотограф. So there he goes. После проведенного исследования среди компаний и частных лиц, предоставляющих фотоуслуги, я смогла разбить их на группы по ценообразованию, чтобы вы могли ориентироваться в политике цен и сопоставлять их со своими желаниями. Я привожу средние значения, не опираясь на уточняющие условия по количеству человек на съемке, по количеству локаций, включены ли исходники и по обработке фотографий. Только часы и цена. Я взяла на себя ответственность поделить фотографов на 3 группы: эконом, средний сегмент и премиум. Премиум, где я имею в виду, это креативные фотографии журнального типа класса люкс, если вы понимаете, о чем я. Sorry I gave him this burden. There he goes. Мы выбрали русского фотографа из списка, предложенных нашим агентством, на 6 часов. Без будуарной съемки, без утра невесты, от начала церемонии с 8 утра до 14:00 на 6 часов, и заплатили за это $800. Стоимость видеосъемки колеблется от $500 до $750. 6-часовая съемка обойдется от $640 до $670. 8-часовая от $780 до $1100. 10 часов от $930 до $1050 и 12-часовая от $1300. Нас снимало 3 оператора, и нашу 12-часовую съемку мы разбили на 2 дня, дабы захватить как можно больше локаций. Итак, наш 3-минутный ролик, который вы можете посмотреть у меня в Instagram, 2-дневная съемка и весь отснятый материал обошелся нам в $1400. Кстати говоря, не лишним будет прихватить флешку или выносной диск, если вам важно забрать сырой, необработанный материал. Мы пренебрегли данным фактом, и спустя год наши друзья добыли для нас заветные файлы, и мы очень благодарны. Так как видеографы были тоже из списка предложенных нашим организатором свадебным, мы можем подвести первый некий итого. $4280 без учета стоимости ужина. Из России первые 50% мы отправляли на счет индонезийского банка в долларах, а вторую 50% мы везли непосредственно купюрами на Бали. По такому же принципу мы оплачивали нашу приватную виллу. Хотя не то чтобы мы, вот просто мы человека абсолютно не знаем, какой-то неизвестный нам дедушка из Иерусалима, знакомый знакомых, оплатил за нас, перевел крупную сумму денег на счет индонезийского банка компании, которая занимается подбором вилл. Просто, вы представляете, у нас была большая проблема с этим. Шел 2022 год, у многих были проблемы. И просто за спасибо, на доверие. Вы представляете, вот работает же вот это правило 6 рукопожатий или 5 рукопожатий. Нам хватило 1 рукопожатия, одно просто вот мы помахали рукой, чтобы осуществить с большой легкостью вот подобное. Здорово, спасибо большое. Я благодарна. Итак, наша вилла, состоящая из 2 двухэтажных домов с чиллаут-зоной, обеденной зоной, с 2 бассейнами, с видом на джунгли и свои собственные частные рисовые террасы, с поварами, водителем и так далее, с большим количеством услуг, которые, кстати, есть у меня видео, я там об этом рассказываю, про нашу свадебную церемонию на водопаде Тибуман.
стоил $3421, из которых 446 это процент компании по подбору вилл. На данный момент вы можете приобрести, ну, в смысле, забронировать на букинге эту виллу на те же самые даты за $3138. Выгодно, я считаю. В отличие от жилья, цена на которое заметно подросла за это время. Здесь я приведу список цена до, цена после. Платили мы за жилье по приезду на месте, в основном картой. У нас их было две, до тех пор, пока одну из них не сожрал банкомат. Довольно частая ситуация, да, не правда ли? Все бы ничего, если бы карта принадлежала бы нам, но это было не так. И сотрудник банка нам очень красочно объяснил, что мы не получим обратно нашу карту, потому что владельцем являемся не мы. Если владелец хочет ее забрать, то пусть он прилетает, из России. Вот. Поэтому через какое-то время у нас осталась одна карта. А так как ситуация была критичная, был уже конец нашего отпуска, мы собирались поехать на Нусу Пениду, поплыть. Нам очень нужны были наличные деньги, и к нам пришла наша замечательная свадебный координатор и спасла ситуацию. Мы перевели ей деньги в рублях на карту, она дала нам наличные. В общем, мы остались счастливы, довольны и с одной картой швейцарского банка, который мы уже потом в банкоматы не пихали. Следующий пункт – перелет. На данный момент стоимость перелета в две страны начинается от $1715. Мы летели за $2000, потому как немного припозднились с покупкой. Следующий пункт – страховка. $118. Сейчас, кстати, любому туристу, который прилетает на Бали, помимо визы по прибытию, необходимо заплатить туристический налог в размере $10. Девочки, не знаю, как у вас, но у меня маникюр очень быстро отрастает, поэтому перед самой церемонией мне необходимо было его обновить, и мы поехали в Чангу. Стоимость моего французского маникюра $55. Что вы скажете? Дорого это или нет? Как по вам? Так как я не нашла подобных работ по свадебным прическам и макияжу в портфолио у своего мастера, который был предложен свадебным агентством, я решила найти еще мастера в просторах интернета, и дополнительно репетиция прически стоила мне $120 и $150 свадебная укладка уже непосредственно перед свадьбой. Свадебная укладка и мейкап. Мастер по прическе, предложенный свадебным организатором, сделал мне невероятные локоны волны на съемке. Так что супер. Это было абсолютно правильное решение. Я не буду останавливаться на традиционном чё почём на Бали. Такой информации очень много на просторах интернета. Я озвучу лишь стоимость аренды байка примерно от $4. И на этом я буду заканчивать. Полная стоимость свадьбы на Бали. Расскажите, сколько стоила ваша свадьба? Оправдана ли цена? Все ли вам понравилось? Может быть, кто-то поделится бюджетом на большую свадьбу за границей? Было бы тоже очень интересно узнать, сравнить. Что вам ближе? Большая свадьба с гостями в России, как все любим мы? Или маленькая аутентичная свадьба за границей? Тоже очень интересно знать ваше мнение. Возможно, у кого-то остались ко мне вопросы по организации свадьбы на Бали. Пишите, я постараюсь максимально развернуто ответить на все вопросы. Большими, сложными предложениями. Открыто для вас полностью. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Ставьте лайки.
Всем пока. Запись 24 года. Знаю, я тебя буду любить всегда. Всегда, всегда, всегда. Ты мое счастье, моя любовь, моя жизнь. И лучше, что было и будет со мной. Мне больше ничего не надо искать. Я знаю, что ты самое главное, я все нашел. Он крутой.